Добрый день! С вами канал Viking Life и я его ведущий Сергей Гуд. Сегодня у нас очень сильный ветер. В принципе, и вчера такой же самый сильный ветер был, но зато тепло. Снега уже давно нету. У нас 2 февраля сегодня. И вот ночью, когда был сильный ветер, мы слышали страшный грохот такой. Куски железа летали по всему огороду. И вот когда мы вышли утром сегодня к нам на участок, то мы действительно увидели, что у нас по огороду разбросаны куски железа. Это обрезки от кровли, которые остались от изготовления новой крыши на моем доме. А буквально пару дней назад я проезжал по Молдаванке и увидел объявление о том, что принимают металлолом по 22 рубля за килограмм. Я в свое время давал 2 раза объявление на Авито о том, что продаются новые куски, скажем, обрезки от металлочерепицы, там коричневая, матовая, красивая, все такое, и куски где-то 1,20 на 1,60 м. Цена недорогая была, буквально там по 25-30 рублей, в зависимости от объема, и никто не откликнулся на это предложение. Я подумал, что, а может быть, мне проще собрать металлолом и это все отвезти на базу. Сказано, сделано. И сегодня у нас новый квест, называется он «Металлолом». В процессе строительства и уборки участка я от старой крыши все вот эти жестяные направляющие сложил за домом у себя, за летней кухней. Вот. Ну и вот в такой медвежьем углу у меня лежали обрезки от крыши. И после сильного ветра их раскидало по всему участку. И вот сейчас мы с Аллочкой все это дело соберем. Хорошо, что у меня есть прицеп. И на прицепе я все это отвезу сейчас на металлобазу. Сдам. Заодно посмотрю, что еще из металла у меня лишнее есть, чтобы там можно было собрать и сдать. Ну и получим небольшую за это денежку.
Хороший. Целуешься. Помогать Какая прелесть в медвежьем углу. Теперь настоящий порядок. И ничего к соседям улетать из нашего бывшего металлопрофиля уже не будет. И там вдоль забора водостоков нету. То есть порядок на участке. Ну тут еще осталось бревнышки. Бревнышки мы тоже куда-нибудь приделаем. А это место у нас было исторически так сложилось, что сюда мы складывали осколки, которые находили в земле, и гвозди, которые у нас были в кострище мы находили. Такая куча собралась. Один раз мы уже сдали, но нам копейки заплатили. А сейчас мы уже сами будем сдавать. Ведро сложили все. Ну все, наша эпопея закончилась. Последнее ведро с гвоздями. И можно отправляться сдавать металлолом. Я не знаю, сколько здесь у меня килограмм собралось металлолома. Это будет, мы узнаем, когда мы сдадим все это на металлобазу и получим наши честно заработанные рубли. Но это первая операция, и это один из способов, как можно заработать, когда у вас совсем мало денег. Ну что, поехали на металлобазу. Ну все, едем на базу, на нашу, здесь Молдаванская находится. Буквально пару минут от дома, никуда далеко ехать не надо. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится с операцией металлолом, сколько я смогу заработать. Сегодня тепло, 14 градусов, хотя 2 февраля. Закупаем лом металла. Сюда. До 6 не работает. $256 килограмм металлолома по 20 рублей за килограмм. Вот такой доход от сегодняшней поездки. Вот результат моей поездки сегодня на металлобазу. Я сдал металлолома своего на 5400 рублей. В принципе, это неплохой доход за один день. Все, ребята, на этом я заканчиваю. Вам всем удачи, здоровья, счастья. Был с вами я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока. Ну, маленькое послесловие после поездки на сдачу металлолома. Я познакомился с приемщиком металлолома, поговорили мы немножко про наше село Молдаванское. Оказывается, есть много знакомых, и сосед наш знаком с ними, и про Серегу, экскаваторщика, хорошие отзывы, да и про само село то же самое. Вот так вот, как мне объяснили, что Молдаванское село, оно считается самым экологичным селом в Краснодарском крае. Я не знаю, можно ли опровергнуть или подтвердить чем-то документально это, но я точно скажу, что село Молдаванское – это действительно одно из самых лучших сел, которые я видел вот в Краснодарском крае. Я не так много видел, но то, что оно классно, это классно. Ну и второй момент. Для меня была полная неожиданность, что я сдам металлолом и получу за свой металл, который остался и валялся у меня по всему огороду, и те же самые гвозди, которые мы собирали,
от кострищ, от сожженных досок. В итоге мы заработали больше 5000 рублей, выставляя на Авито объявление о продаже кровельного железа. У меня был 1 звонок и 0 сделок. В данном случае я заработал гораздо больше. И лишний раз пожалел о том, что когда приезжали к нам металлоломщики, собрали у нас металл, а у нас было гораздо больше его, чем я сейчас сдал. И нас просто обманули, заплатили, по-моему, 200 или 300 рублей за то, что они сами приехали, забрали у нас металлолом. Я теперь понимаю, какие в металлоломе есть деньги, если к этому с умом подходить. Все, мира, добра я вам желаю. Еще раз счастливо. Это с вами был я, Сергей Гут, и канал Viking Life. Пока! На днях, прогуливаясь с Орсом, обнаружили новоявленную свалку на нашем любимом месте, на полянке, где мы всегда гуляли. Местные знают, это околица села Молдаванского. Но печаль в чем? Свалка образуется постепенно. Вначале привезли просто пустые картонные коробки, потом стали сбрасывать из-под масла пластиковые емкости. Кто-то, видно, очень любил вражеский напиток в красной упаковке. И все это рядом с полями. А утилизировать, наверное, ума не хватило. А что, картон уже никому не нужен? Или проще его выбрасывать? Но вообще-то это больше вопросов к администрации села Молдаванского. А вы вообще следите за своей территорией? Делаете обходы? Нет? Может, кто-то за все это ответит? Говорят, что село Молдаванское самое экологически чистое в Краснодарском крае. Но вот если так вот относиться к своей родине, к своему селу, так можно быстро стать самым худшим селом по экологии. Обратите на это внимание, администрация, да? Кому эта земля принадлежит? Это в конце улицы Коммунистической, при выходе на поля, вот такая вот ерунда.